океанский лайнер Queen Mary 2. Это флагман британской судоходной компании Cunard Line. Введен в эксплуатацию 12 января 2004 года. На момент спуска являлся самым большим пассажирским лайнером в мире. Часть года используется как единственный лайнер на традиционной трансатлантической линии Саутгемптон-Нью-Йорк. В остальное время как круизный по всему миру. Сегодня это единственный крупный лайнер с обозначением Hermes, что переводится как «королевское почтовое судно». Во времена расцвета трансатлантического судоходства этот статус имели самые быстроходные и надежные лайнеры, перевозившие почту по контракту с почтовой службой Великобритании. Он был назван в честь лайнера Queen Mary. 12 января 2004 года отправился в свой первый рейс, где было 2600 пассажиров на борту под началом бывшего капитана Queen Elizabeth II Рональда Уорвика. Завершающие этапы строительства были омрачены несчастным случаем со смертельным исходом, когда под группой рабочих верфи и их родственников, приглашенных посетить судно, обрушился трап. В общей сложности 16 человек погибло, и еще 32 получили ранения в результате падения с высоты 15 метров в сухой док. 10 января 2007 года Queen Mary 2 отправился в свой первый кругосветный круиз, совершив кругосветное плавание за 81 день. Несмотря на раннее время прибытия в 5 часов 42 минуты утра, его присутствие привлекло так много зрителей, что Сиднейский мост Харбор-Бридж и мост Анзак были заблокированы. 10 января 2012 года лайнер отправился в трехмесячный кругосветный круиз из Саутгемптона, путешествуя на юг, а затем на восток вокруг Африки. Совершив первое в истории кругосветное плавание вокруг Австралии, в Японию, а затем обратно в Саутгемптон, вдоль южного побережья Евразии и через Суэцкий канал. Блоки движителей, установленные на Queen Mary 2, были подвержены отказам из-за упорных подшипников двигателей, которые продолжали демонстрировать тенденцию к выходу из строя даже после многочисленных попыток модернизации. В январе 2009 года компания Carnival подала в суд на Rolls-Royce в США. В сообщении утверждалось, что двигательные установки капсул Mermaid, установленные на Queen Mary 2, изначально имели дефекты конструкции. И что компания Rolls-Royce знала о недостатках конструкции и намеренно вступала в сговор, чтобы ввести в заблуждение и обмануть в ходе получения контракта. В январе 2011 года суд присудил Carnival $24 миллиона. Вечером 5 октября 2011 года в машинном отделении газотурбинного двигателя возник небольшой пожар. Он начался в одной из газовых турбин. О пострадавших не сообщается, экипаж на борту благополучно потушил пожар. 10 июня 2017 года Queen Mary 2 под командованием капитана Кристофера Уэллса пришел на помощь попавшему на мель одиночному яхтсмену. 73-летнему Мервину Уитли, чье судно Тамаринд было выведено из строя сильным штормом во время участия в трансатлантической гонке. Британская и канадская береговая охрана координировали это дальнее спасение после того, как они обнаружили аварийный маяк Тамаринда. Queen Mary 2 был направлен к позиции Уитли самолетом Lockheed Hercules королевских ВВС. Из-за пандемии Cunard приостановила все рейсы Queen Mary 2 до ноября 2021 года. 28 ноября 2021 года лайнер вернулся в строй.